Здравствуйте, дорогие друзья, любители программирования, робототехники и 3D-моделирования. Сегодня продолжаем урок по автопилотированию. Это второй урок по созданию автопилота с использованием игры, например, «Мафия», дорожного симулятора дорог, автодорог, автомобилей. И вот с помощью него мы создаем автопилот. Кто не знает, кто первый раз слушает, то вот продолжаем. На первом занятии мы получили с вами захват изображения с игры. И в результате чего можем уже какие-то действия с ней проводить. Вот сегодня второй урок будет посвящен такому моменту, как нахождение границ в изображении. Это необходимо, например, для таких целей, вот как раз для автопилотирования, когда он должен найти границы, где заканчивается условно дорога, то есть по бокам есть бордюры, есть перед ним какие-то границы там, в виде людей, в виде машин, то есть какие-то ориентировочные элементы, на которые можно быть ориентироваться в дальнейшем, и какие-то проводить простые манипуляции для начала, там, управления машиной. И элементы, которые отвечают за получение границ, так называемая функция, которая отвечает за получение границы, является функция так называемая Kenny. Она основывается на так называемом операторе Собеля. Вот как раз подробно, что такое оператор Собеля, как он работает, посмотрим с вами. Посмотрим затем, как связан с оператором Собеля фильтр Kenny и в чем разница между оператором Собеля и оператором Kenny. Вот как раз наглядно мы это рассмотрим и посмотрим, как это можно применить в дальнейшем. Эти элементы в управлении, соответственно, беспилотным транспортом. Итак, самый распространенный просто вариант Kenny и Собеля, у него уже как бы заложены в OpenCV, есть там некоторые параметры, которые можно регулировать, но это для начала, как бы для основного базового момента. Если нужно более глубокий вариант, если нужен более глубокий вариант изучения, там более точное использование, то там можете уже применять другую математику немножечко. В этой области, может быть, комбинируя процесс. Ну, вот сейчас мы рассмотрим эти моменты. Вот на основе продолжения данного файла, данного проекта, мы уже работали с ним на прошлом занятии, первом уроке. И сейчас продолжим. Итак, давайте сначала рассмотрим тот момент, что оператор Собеля и оператор Kenny работают с тем моментом, что необходимо изображение делать черно-белым. То есть само по себе изображение необходимо делать черно-белым. Для того, чтобы, во-первых, работать с матрицами цветовыми очень неудобно. Во-вторых, даже это не нужно. Потому что для границ достаточно только значений там яркости пикселей, определения перехода, ну и, соответственно, их массовость там, этих пикселей, расположения. То есть в зависимости от того, как они близко, там плотно, это можно читать там линий, условно, или не линий, там, соответственно, в зависимости от разный размер линии можно определять таким образом. И вот сейчас мы рассмотрим, как сделать сначала изображение черно-белым. Как сделать изображение черно-белым. Так, для этого нам достаточно, ну вот, например, мы сейчас немножко исправим здесь вариант записи. И отдельно вот то, что мы сейчас вот это записывали, преобразовывали наше изображение в цветное аналогичное изображение. Когда мы получали BGR, а нам нужно и BGR перевести в RGB. То есть, когда вот немножко не соответствуют цвета. Вот это отдельно мы сделаем, только уже не BGR будем использовать в RGB, а еще одну функцию фильтра Color, называется Gray. Вот Gray, если кто с английского знает, это значит серый. Значит, мы будем переводить в один оттенок
белый-черный, условно, черно-белый, который нам и позволяет избавиться от цветовых значений пикселя, а только использовать вот черный и белый интенсивность, насыщенность пикселей. Отсюда мы уменьшаем, условно, матрицу обработки изображения, потому что в цветном изображении каждый пиксель имеет 3 значения RGB. А в сером изображении, значит, значение имеет в основном, матрица будет использовать только одно значение пикселя, там, от 0 до 255. RGB, соответственно, R тоже красный имеет от 0 до 255, зеленый от 0 до 255 и синий от 0 до 255. То есть каждый пиксель, представляете, какая большая матрица. Это неудобно обрабатывать, и задержка идет действительно сложно для обработки изображения. Поэтому необходимо представить сначала в черно-белый вариант. Для этого мы в основном там чаще всего можно писать им как перемену создается им или image, и mmg, как вариант, смотрите сами. Ну и, соответственно, оператор вызывается из OpenCV, CV, CVT, Color. Здесь мы укажем, что мы будем преобразовывать в серый цвет, это Windows. Это Windows. И, соответственно, как мы будем его преобразовывать? А преобразовывать мы будем... Так, я надеюсь, меня видно. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, видно и не сгораживаю. Windows. Это CV2.color с большой буквы все. BGR 2. И называется дальше Gray. Как я и говорил, Gray. Вот. Чтобы увидеть результат нашего действия, надо Windows, соответственно, в ImShow CV2 заменить на им. Но вот этот вот элемент CV2 уже color нам не нужен. Он отпадает просто сам собой. Так, с маленькой буквы. Им. И вот так вот получилось такой результат. То есть мы вынесли просто то, что мы записывали в скобочках, мы вынесли отдельно, ну, для большего понимания процесса построчного. Сейчас запустим. Угу. Вот. Так. Сейчас я попробую включить. Так, сейчас мы включим. Угу. Так, вот это, наверное. Я вот так вот поставлю его, и сейчас я переключусь на... сейчас я вот так вот его поставлю, и переключусь сейчас на игру, чтобы отобразилась в этом окне игра. То есть надо окно, соответственно, активировать. Какое действие нам нужно? Значит, нам нужна игра. Вот. Вот мы сейчас внутри игры. Я заранее ее включил. У нас вот вечерок. И вот у нас серое изображение. Серое изображение объекта. Игра находится в левом углу, еще раз, для того, чтобы захватывало это изображение. Правильно попадало в точку. У меня игра примерно 800 на 600. Да, кажется. И вот то, что мы видим результат. Как видно, вы видите, сейчас я могу, наверное, сделать так. Вот так сделать побольше. И этот вариант побольше, вот так. Чтобы можно было наблюдать более четкий процесс. Вот мы получили черно-белый вариант. Так.
Ну что ж, теперь рассмотрим. Вот мы получили черно-белый вариант. Теперь рассмотрим, что же такое оператор Собеля, для чего он может использоваться. Еще его относят к так называемым производным изображениям, когда нужно получить как бы контур изображения как вариант, то есть какие-то определенные, знаете, да, вот получается как изображение как будто выгравировано в этом, на какой-то плоскости. То есть вдавлено или выдавлено. Вот в некоторых случаях применяется как раз оператор Собеля. То есть изображение как бы превращает как рисунок там карандашом или что-то вот в этом роде похожем. Так, и сейчас рассмотрим, как это происходит. Сейчас я немножко ее уберу. Вот так, это наше окошко. Пока нам не нужно. И идем дальше. Оператор Собеля это матрица. Причем двух видов, двух вариантах, которая применяется непосредственно для так называемой по пикселям по горизонтали и по пикселям по вертикали. Перемножение идет. И получается так называемый градиент изображения. Вот с помощью этого градиента изображения, соответственно, мы преобразуем цветное или серое изображение в некое подобие рисования карандашом, условно, или гравировка с помощью фрезерного станка, условно, так назовем, элемент. Оператор Собеля, много о нем интересного написано. Например, в такой книге, я вот сейчас у меня передо мной, я надеюсь, видно, называется Ян Эрик Солем, автор программирования компьютерного зрения на языке Python. Программирование компьютерного зрения на языке Python. Цветное издание. В нем как раз конкретно есть разъяснение, что такое оператор Собеля. Подробно. Более-менее подробно, с выкладкой вида матрицы, как это преобразуется. То есть все об этом интересно написано. Но это отдельным идет элементом и в основном через модуль SciPy. Но в OpenCV тоже присутствует функция этого Собеля. И в OpenCV также нужно прописать фильтр Собеля через две перемены по оси X, там по оси Y условно. То есть по матрице по вертикали каждый столбец перемножается и по горизонтали. Давайте пропишем, как это процесс работает. То есть именно как это будет в виде записи выглядеть. А потом посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, когда мы преобразовали в серый цвет, вот прямо вот здесь вот ниже, преобразовали в серый цвет, мы дальше, соответственно, создаем некие две условно матрицы будут изображения, которые будут определять, так сказать, градиент изображения по оси X и Y. Поэтому пишут иногда там переменные можно назвать Sobel X. Вот так вариант. Как вариант. CV2. Sobel. И здесь внутри указываем изображение, с которым будем работать. То есть им, которое превратили мы в серый цвет. Дальше нужно вызвать некий бинарный кодировку изображения. Можно 64-битную, можно 32-битную. Но иногда 64-битная дает выход, что выходит за диапазон вычислений. Поэтому вот у меня, например, пришлось использовать 32-битный вариант применения. То есть в зависимости еще от компьютера, видеокарты, системы. Это все тоже зависит. Так, CV32F. Далее мы указываем оператор, два параметра.
либо 0,1, либо 1,0. Ну, в зависимости от того, что мы будем производную какую проводить, там, по какому значению, по оси x или по оси y. Ну, значит, 1 это значит по оси x, 0 по y не будем. И последнее, это размер ядра нужно указать, размер ядра матрицы, то есть, если она там, условно, на 1, это значит 1 на 3, если 3 на 3, это 3 на 3, условно, там, 2 на 3, ну, вот таким вот образом процесс идет матрицы. Кто не знает матрицы, посмотрите отдельную тему, почитайте, что такое понятие матрица. И зачем они применяются, операции над матрицами, умножение, там, сложение матрицы и так далее. Так, ну и, соответственно, да. Size. Ну, вот укажем, например, сейчас просто единичку. Единичку, потом поколдуем с этими параметрами. И дальше создаем еще одну переменную по оси y, которая будет. Процесс тот же самый, ничем не изменяется, за исключением только указания по какому, по какой значению x или y, то есть по какому параметру, по вертикали или горизонтали перемножать матрицу исходного изображения, то вот мы меняем на y. Вот мы тут получили два параметра, которые изменяют яркость изображения, условно. И в дальнейшем там еще входит в параметр поворота, угол поворота, арктангенс, но он как раз входит уже в матрицу. Так. И теперь, например, создадим некую переменную собель, которая будет складывать эти два элемента. Sobel x плюс Sobel y. Sobel x плюс Sobel y. И теперь вместо им мы добавим, просто вызовем sob. То есть тот конечный вариант, что мы получили. Сейчас я запущу результат нашей работы, посмотрим. Угу. Так, ну, я надеюсь, видно, да? Какой интересный результат получился. Видно, что он прям вычленяет границы букв на белом фоне, то есть белый фон становится черным, следовательно, элемент становится, все границы становятся белыми. Вот некое такое, получается, эффект рисовки или эффект вырезания, как гравировка. Видите, какой результат интересный получается. То есть вот эти вот качества отображения плитки, можете посмотреть, дома, разные, вот дорога, элементы, машины. Видно все. Результат, что вы вот получили такие некие четкие границы объекта вырезаны. Даже вот небо имеет циклично какие-то определенные границы. Можем поколдовать сейчас с параметрами немножечко и посмотреть, на что они влияют. Так. Сейчас я переключусь, у меня игра не дает так резко переходить. Так, вот, например, я сейчас изменю параметр ядра, например, на 5 и 5. Запустим. Вот, сразу видно, что что-то изменилось, нагляднее, такой вот более наглядный вариант. Видите, линии стали толще. Может быть, даже более закрашенный вариант получился данной матрицы. Ну, тут уже нужно будет подгонять методом, как говорится, научного тыка, условно, назовем так, если вот пока не добьемся более-менее хорошего результата отображения. Но это в дальнейшем, когда уже с Кенни будем работать, там тоже применяется этот
размер ядра Собеля. И он Кеннера основывается именно на Собеле оператора. Вот мы что-то получили такое вот интересное. Сейчас тут дождь идет, поэтому он еще отображает и дождь, вот эти линии, которые падают вертикально. Так что не обращайте сильно внимания. Такой попался параметр у нас. Сейчас дождь. Так, ну что ж. Вот вариант работы с Собелем. Идем дальше. Я думаю, понятен здесь последовательность этапа работы. И теперь, вот зная, как преобразовать серый цвет, что нам показывает, зная, как работает оператор Собеля, мы можем применить теперь оператор Кенни. Оператор Кенни, о нем есть отдельная документация, можете посмотреть. Есть там тоже свои параметры. Мы сейчас немножко о них расскажем слегка. И посмотрим результат. Итак, я могу вот это закомментирую. Она нам сейчас пока не нужна. Вот, мы просто посмотрели, как работает Собель. Чтобы просто знать. Так. Ну а теперь рассмотрим вариант работы оператора Кенни. Так, я сейчас отключу. Вот. Угу. Сейчас отключу. Так. Угу. Оператор Кенни. Ну, достаточно все прозаично в данном случае, потому что здесь уже встроен этот данный модуль, данная функция фильтра Кенни. Нам ничего сейчас с нуля не нужно делать в OpenCV. Она уже есть. Ну, вот хотя бы немножечко какой-то экскурс понимания этой функции хотя бы должно быть, да? Итак, CV2 .Kenny. Соответственно, Kenny обозначается как Kenny. Вызывается. Тут тоже есть параметр. Параметр серого изображения, который мы будем обрабатывать. А далее нам нужно вызвать два основных параметра. Это минимум, минимальное значение длины пикселя и максимальное значение не длины пикселя, а длины вот сплошного пикселя. Пиксели очень рядышком стоят. И образует некую линию, условно так, границу. Она видна вот в Собеле была. И тут нужно указать, с какого момента отображать данную границу, то есть какой длины, которую он вычленяет вот, из изображения. Потому что если указать там 0, то он все это, значит, понятно будет. Если указать там, например, 50 пикселей, то он начнет с 50 пикселей длина, в 50 пикселей условно. Для изображения он будет отображать. А все остальные до 0, до 50 он будет отбрасывать. То есть какой-то будет создавать некий фильтр откидывания ненужных шумов, условно, назовем так, ненужных шумов. Ну вот сейчас я просто добавлю, например, 200 начало пикселей, а конец будет еще максимум значения, то есть до какого значения длины надо отображать. 300. По умолчанию там еще есть четвертый параметр, который отвечает за как раз ядро Собеля, вот size, который Собеля. По умолчанию стоит он там 3. 3. Ну давайте посмотрим просто, как результат это будет работать. Вместо SOB тут нужно теперь уже написать can и, следовательно, запустить наш проект. Так, видите, почти очень похоже результат. И вот что мы видим. Он вычленил, то есть выбросил все элементы, которые меньше значения 200 и больше значения 300. И мы получили некую границу. Но эта граница, например, вот не всегда видит вот границы. Ну, дорога, если он близко подойдет, вот дорога видна. Видите, да, бордюрчик есть, ограничение линии. Так, я сейчас, наверное, поставлю исходное изображение, чтобы было вам видно. Исходное изображение. Сейчас вот так вот возьмем. И поставим вот так. О. Да. И вот мы видим результат. Можете сравнить,
что он отображает. То есть, конечно же, видите, как четкая некоторая граница автомобилей, неплохо. Границы домов. Можно здесь поколдовать, еще раз, поколдовать с результатом. Например, сейчас я перейду опять в программу. Так. Перейду в программу. Вот. И добавлю к 300, например, запятая, поставлю фильтр Кенни, например, 7. То есть, вот посмотрим сейчас, что изменится в результате. Вот. Если видите разницу на данном изображении, то замечательно. Я вот вижу, да, действительно, может быть, более четко получился результат. Интересный. Например, дальше мы колдуем с качеством отображения границ. То есть я, например, ставлю так, наверное, не видно. Нет, видно вам все, да. Нижний параметр Кенни. Сейчас я вместо 200, например, поставлю 100. Значит, от 100 до 300 будет отображаться. Давайте посмотрим, что это изменит. Вот. Как видите, стало больше пикселей. Вот сейчас даже свет от фар, он начал отображать в некий этот след. Может, где-то элементы более четко начали вырисовываться. Смотрите, границы. То есть тут нужно уже, в зависимости от игры и от качества, соответственно, окна и качества изображения, детализации, нужно будет, соответственно, вам подбирать. И также работает и с веб-камерой, если вы делаете автопилот непосредственно на машине-роботе. То есть, если применяете такой вариант, то в зависимости от качества мобильной камеры, веб-камеры там или еще что-то какой-то камеры, то есть в зависимости от того, какое она разрешение дает вам, какое качество, будет зависеть и качество отображения нахождения границ. Вот такой вот результат. Сейчас это, конечно, ручное управление у меня. Здесь я вручную управляю. Но на следующий этап будет связан у нас, конечно же, уже подготовкой управления, то есть симуляция нажатия клавиш. Для того, чтобы, соответственно, управлять этим процессом автоматически. Чтобы он сам запускал эту нашу машину, и она куда-то двигалась. Условно. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Не забывайте подписываться и ставить лайки.